Проблеме глохнувшего двигателя после добавления газа посвящено 3 ролика. Казалось бы, что в любой непонятной ситуации необходимо просто заменить коленвал. Именно так я и сделал в 3-м ролике. Я ошибочно решил, что проблема ушла. Но когда этой весной настала пора воспользоваться мотоблоком, то оказалось, что двигатель все так же глохнет. Правда, в этом есть и положительный момент. Теперь у меня есть запасной двигатель. В 1-м ролике я упоминал о том, что уровень поплавка карбюратора был отрегулирован. Высота поплавка, согласно мануалу, была выставлена на 20,5 мм. Точно на такую же высоту выставлен поплавок на моем скутере, который при этом исправно работает. Поэтому в целесообразности использования именно этой цифры 20,5 мм сомнений не возникало. Тем более, что цифра взята из мануала. Но, как показало время, длиной в 1 год, этот метод не есть универсальным, поскольку китайские карбюраторы одного модельного ряда имеют различия. Поэтому на карбюраторе скутера эта высота работала, а на карбюраторе мотоблока вышел конфуз, растянувшийся на год и 3 ролика. Поскольку я был полностью уверен в том, что уровень поплавка гарантированно выставлен верно, я не рассматривал проблему уровня топлива вообще. Вместо этого я менял коленвалы, поршневые кольца, регулировал высоту иглы обогатителя, снимал ремень вариатора, полагая, что дело в трансмиссии, менял уплотнение оси дроссельной заслонки. Но вот на днях, когда уже все перепробовал, а проблема не решалась, я решил все же увеличить уровень топлива. И это оказалось единственным верным решением. В итоге после замера получилась высота 19 мм. Поплавок можно выставить и без замудренных знаний и инструментов. Самое главное, чтобы поплавок был ниже главного жиклера. Примерно так, как вы видите сейчас на экране. При этом поплавок должен легко опираться на иглу, не нажимая ее штифт. Теперь наглядно, как было и что получилось. Вот как работал двигатель раньше, с высотой поплавка в 20,5 мм. Отсутствие ускорительного насоса, конечно, имеет влияние на резкое открытие газа. Но если занижен уровень топлива, то и наличие ускорительного насоса не спасает. А вот как начал работать двигатель после увеличения уровня топлива. Кстати, для секции свидетелей этот карбюратор работает только с воздушным фильтром. Поставь фильтр, и он заработает. Как видите, он отлично работает и без фильтр-бокса. Всем удачных ремонтов и до новых видео.